Привет! Сегодня у меня на обзоре беспроводные внутриканальные наушники с очень крутым и чистым звучанием от бренда Teen Hi-Fi. Модель называется Teen Buds 3. Стоят эти наушники $85, что немало, учитывая небогатую функциональность устройства. Однако любители хорошего Hi-Fi звучания готовы заплатить и больше ради качественного звука и детальности. А в этих наушниках есть и то, и другое. Звучат они действительно потрясно. Наушники продаются в двух цветах – синим и черным. У меня на руках вариант синий. Зарядный кейс имеет цилиндрическую форму и выполнен из алюминия. Признаюсь, такое я вижу впервые. Крышка кейса здесь открывается нестандартно. Она сдвигается, вращаясь на смещенной оси. При этом само подключение к смартфону зашито на ее открытие. Протокол для связи Bluetooth версии 5.2. В переднюю часть корпуса встроен четырехточечный индикатор заряда. Каждая точка это 25%. Внутри кейса установлен аккумуляторный блок на 400 мАч, а в каждый наушник поместили по 40. Таким образом, подзарядить севшую гарнитуру получится как минимум 4 полноценных раза, а то и все 5. Процесс занимает около часа. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. В целом дизайн довольно интересный, однако не такой уж и практичный. Дело все в том, что посадочные места для наушников внутри расположены, скажем так, глубоковато, а в угоду компактности пространства внутри не так уж и много. Таким образом, доставать наушники из кейса не очень удобно, ведь данный процесс еще и усложняется глянцевым покрытием самих корпусов. Наушники имеют аудиофильский внутриканальный форм-фактор, и их внутренняя сторона повторяет анатомическую форму ушной раковины. Звуководы длинные, выполнены из металла и прикрыты металлической перфорированной пластиной. В принципе, нечто подобное можно встретить практически во всех моделях от KZ, но за одним лишь исключением. В случае с Teen Buds 3 корпуса полностью литые и больше похожи на кастомные дорогие Hi-Fi наушники, сделанные на заказ. Ни одного шва по корпусу я не нашел. В комплекте с наушниками идет 4 пары сменных амбушюр. Они в меру мягкие, эластичные и удобные. Менять на сторонние их не пришлось. Мне подошел самый большой размер из комплекта. Как и в случае со всеми подобными наушниками, Teen Buds 3 сидят в моих ушах как влитые. Даже при интенсивных движениях они не выпадают. К сожалению, никакого фирменного ПО для данной гарнитуры производителем не предусмотрено. Все функции зашиты на постоянку, и переназначить имеющиеся жесты никак нельзя. Управление здесь полноценное, но довольно специфическое, придется немного привыкать. К тому же и датчики автопаузы в данной модели отсутствуют. Однократное касание во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а двойной тап позволит переключать треки. На правом наушнике вперед, на левом назад. Это же действие при входящем вызове позволит на него ответить или положить трубку. Двухсекундное удержание пальца на сенсорной области отвечает за регулировку громкости. Правый наушник в плюс, левый в минус. При этом каждое действие отвечает за один пункт громкости. Тройное же касание на любом из наушников вызывает голосового ассистента, а вот встроенного игрового режима с низкой задержкой в данной модели не предусмотрено. Однако даже при таких раскладах в игровом сценарии все не так уж и печально. Задержка в популярных шутерах, конечно же, больше стандартной и составляет порядка 280-360 миллисекунд, но в YouTube при этом отставание на слух незаметно. Аппаратно за звучание здесь отвечают 6-мм динамические драйверы, и производитель отдельно акцентирует наше внимание на их диафрагмы, покрытые бериллием, что опять-таки по информации из промо-материалов делает их более гибкими. Вполне допускаю, что это часть маркетинговой истории, а возможно это и правда помогло, ведь по своему характеру звучания они больше похожи на гибридные, нежели просто на динамические. Передачей звука по воздуху здесь занимается аудиокодек aptX посредством встроенного чипа Qualcomm QCC3040. Звучание в наушниках настолько потрясающее, что первые несколько часов я не мог оторваться от прослушивания. Мне очень хотелось перебрать максимально много композиций различных жанров, чтобы прочувствовать всю мощь данного устройства. Ну а в силу того, что звук здесь очень классный, каждую композицию хотелось послушать подольше. Короче говоря, я залип основательно. Звук здесь настолько чистый и детализированный, что, как я и отметил ранее, он совершенно не похож на динамическое звучание. По крайней мере, в привычном понимании и в привычной настройке, что используют большинство производителей. Частотная картина здесь ровная, ничего не перемешивается и друг на друга не заползает. Бас плотный, напористый и объемный. Средние частоты отстроены просто шикарно. Они имеют теплый бархатный окрас и очень приятны на слух.
В вокально-инструментальных составляющих композиции они насыщают звук глубиной и раскрывают его как-то по-новому. Высокие частоты при этом имеют легкую воздушность и придают четкости, но без лишней резкости. В общем и целом звук меня очень порадовал, и это уже совсем другой уровень. Очевидно, что здесь большая часть денег ушла именно на создание такой прекрасной звуковой картины. О максимальном уровне громкости производитель также позаботился, наушники очень громкие. Это именно тот случай, когда они все же дотянулись по данному параметру до тех самых KZ SKS. При этом на 100% громкости наушники отыграли на одном заряде 4 часа и 22 минуты, что при таком уровне максимальной шкалы результат очень даже хороший, учитывая тот факт, что большинству скорее всего будет достаточно и 80%. Ну а теперь я предлагаю послушать, как отрабатывают встроенные в эти наушники микрофоны. Ну что ж, друзья, вот и добрались мы до теста работы микрофонов. Это наушники Teen Buds 3, автомобильный тест, традиционный автомобильный тест с открытыми окнами. Сейчас окна закрыты, я их на полном ходу буду сейчас открывать. Собственно, скорость у меня порядка 80 км в час, проспект Мира, утро, машин много, машин очень много. Итак, я открыл окна с двух сторон, порывами начинает задувать ветер мне в уши, плюс ко всему есть шум в дороге от проезжающих мимо машин. Ну и примерно можно прикинуть, как это будет слушать собеседник вот в таком сценарии использования, под такой вот сильной нагрузкой на данный микрофон. А вот небольшой тест работы микрофонов в наушниках Teen Buds 3 на улице. Сейчас падает снег. Есть такой легенький ветерочек, но при всем при этом я в шапке, и можно примерно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник вот при таком сценарии использования зимой, допустим, да, хотя вот в Москву сейчас только-только пришел снег, но я думаю, он надолго пришел, поэтому, наверное, до Нового года вряд ли он растает. Так что сценарий в шапке, вот таким вот образом они, кстати, в шапке находятся. Сенсоры, несмотря на то, что есть жест в одно касание, никак не реагируют на шапку, по крайней мере на мою уж точно. Так что, в целом управление довольно-таки неплохое здесь. Ну а как звучат микрофоны, можно примерно прикинуть. А вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках Teen Buds 3. Вот таким вот образом они звучат в помещении, я сейчас нахожусь в торговом центре. Вот примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, находясь вот в каких-то таких вот условиях. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, что по части звучания наушники Teen Buds 3 меня очень впечатлили и порадовали. Без сомнений, звук это одна из лучших сторон данной модели. При этом хотелось бы отметить, что благодаря своей довольно ровной АЧХ и приличному запасу по громкости, наушники имеют очень хороший потенциал по части кастомизации звука. Жаль только, что не посредством фирменного софта. Помимо всего прочего, порадовало и полноценное управление. Да, пусть оно немного непривычное, но тем не менее регулировать громкость можно и треки переключать тоже. Что же касается встроенных микрофонов, то ожидаемо они гвоздем программы не стали. Однако в формате Hi-Fi лично для меня это сюрпризом не было. В этих наушниках абсолютно все потрачено на звук. Оттого за 85 баксов здесь нет ни активного шумоподавления, ни прозрачности. А вот покупать себе эти наушники или нет, каждый должен решить для себя сам. Я же со своей стороны все, что хотел про данную модель, сегодня рассказал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.